Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака расклад на следующую неделю. Неделя с 16 по 22 февраля. Давайте мы посмотрим, что же рыб ожидает, какие вам карты сегодня выпадут и что интересного, соответственно, вас ждет в этот отрезок времени. Я напомню, что это общий таро прогноз. Рыбки, он не персональный, не индивидуальный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет. Окажется полезным, пишите ваши комментарии, ваши отзывы, насколько вам это видео подходит. У нас расклад на двух колодах. Первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений, для разъяснений. Расклад с 16 по 22 февраля я делаю, соответственно, по дням недели. То есть на каждый день недели достаю по одной карте. Сначала из основной, затем из дополнительной колоды. И мы смотрим на те сочетания карт, которые у вас, у рыбок, выпадают. И вместе с вами разбираем эти сочетания, почему именно они выпали. Итак, рыбки, давайте посмотрим. Неделя с 16 по 22 февраля. Что ожидает наших рыбок? Неделя с 16 по 22 февраля. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта, карта пятерка пентаклей. Интересно, почему? Тут же карта колесница, пятерка пентаклей, колесница. Колесница, движение вперед, какие-то поездки для вас важные или какие-то ситуации, связанные с прогрессом, прорывом, желанием достичь ваших целей, поставленных здесь, почему-то как будто не ладятся. То есть вы по пятерке пентаклей чувствуете, что вы как будто бы сбиты с толку или сбиты с пути, что у вас что-то не получается в достижении ваших целей. Возможно, по пятерке пентаклей есть чувство, что вы знаете, какие-то потери здесь у вас в жизни происходят или какие-то неприятности, которые не позволяют вам прийти к тому успеху, который вы себе наметили, да, и сделать тот рывок вперед, который вы хотели. Может быть, вы не можете куда-то поехать, куда планировали, или не можете здесь чувствовать себя стабильно и уверенно, потому что там по колеснице нужно там какие-то дополнительные расходы потратить, допустим, на транспорт ваш или на какие-то вопросы, связанные с перемещением. Дальше карта отшельника, карта такого, знаете, человека, который в своих мыслях, в своих рассуждениях, каких-то размышлениях вместе с семеркой мечей. Здесь очень много есть попытки разобраться в себе, может быть, уединиться, меньше общаться с окружающими людьми, чтобы они не сбили вас с толку, или вы боитесь, что вас могут сбить с толку, обмануть, или что-то вам недосказывают окружающие. То есть вы как будто боитесь столкнуться с чьей-то хитростью, с обманом или с чьим-то предательством. Также вы можете здесь по карте отшельник думать, каким образом вы можете достичь вашей цели, поставленных вами целей, но при этом вот какими-то обходными путями, возможно. Карта здесь активно показывает, возможно, человека знака Девы, может быть, общение с человеком знака Девы. Здесь в целом Девы, раки в начале недели, у кого-то, может быть, у рыбок, да, может быть, какое-то общение с таким человеком важное. Также, может быть, вы ждете кого-то, приезда какого-то человека, и почему-то, да, может быть, этот человек не приезжает или каким-то образом эта поездка нарушена. Дальше карта тройка кубков в середине недели, то есть именно в среду выпадает тройка кубков, карта веселья и праздника, возможно, успешных событий, которые у вас происходят. И вместе с пажом мечей это как хорошая возможность, которая приводит вас к успеху. Возможно, здесь какой-то хороший такое дружеское общение или какие-то такие разговоры очень позитивные, которые вы ведете с другими людьми, может быть, вашими друзьями или близкими. Здесь может быть общение с воздушным знаком, то есть весы, близнецы или водолеи. Вы можете узнать какую-то радующую вас, скорее всего, информацию по пажу мечей. Для вас это будет как прояснением каким-то или озарением в этот день. И, скорее всего, по пажу мечей даст вам шанс и надежду на лучшее. Также вы будете очень честны в общении с окружающими.
Да, будете честно говорить то, что вы думаете, то, что вы чувствуете, все, что вы испытываете здесь. Но дальше идет карта башня, карта разрушения и каких-то внезапных событий рыбки, которые у вас могут произойти в четверг. И выпадает здесь снова отшельник. То есть опять уход в себя, в свои мысли, в какие-то свои переживания, может быть. Возможно, здесь что-то происходит такое, что заставляет вас побыть больше один на один с собой, чтобы больше погрузиться в свой внутренний мир, в свои рассуждения, найти внутри себя вот это вот понимание, к чему вам двигаться, к чему идти дальше. То есть какой-то духовный рост вы проходите здесь и стараетесь здесь вырасти, несмотря на ту всю катастрофу, которая происходит, допустим, вокруг вас. Дальше идет карта Верховной Жрицы, карта тайны, секретов, а также необходимости поступать мудро, благоразумно, не торопить события. И по по рыцарю Пентаклей здесь быть спокойными, методичными, может быть, терпеливыми. Может быть, делать какие-то тайные дела или что-то, не рассказывая окружающим, но опять-таки не торопя события, то есть веря в удачу, спокойно, выносливо. Может быть, в тайне с кем-то обсуждаете какие-то планы, ваши дальнейшие действия. Может быть, это человек земного знака, то есть Девы, Тельцы или Козероги. Но в целом здесь очень много, здесь вот есть такого спокойствия, да, умиротворения в этот день. Возможно, вы здесь по этой карте не рассказываете о своих шагах, своих действиях, которые вы выполняете. Соответственно, по этому рыцарю Пентаклей, может быть, узнаете какую-то тайну или какую-то информацию от такого рыцаря Пентаклей, соответственно, тоже. Дальше идет десятка Пентаклей, карта в целом, да, это карта благополучия и достатка, да, во многих колодах она изображена именно в виде семьи. Для кого-то, да, для большинства из нас семья — это наша тоже как ощущение ценного, дорогого, что у нас есть. Поэтому на многих колодах семья изображена, и действительно, да, для вас важное значение может иметь семья, ваши близкие, их благополучие, соответственно, финансовое, материальное, тоже по десятке Пентаклей. Но в основном эта карта, она в целом говорит о стабильности, об успехе, о материальном каком-то успехе, который вас окружает. Поэтому, да, для кого-то из вас важны будут здесь вопросы денег. И также по тузу мечей решение какой-то проблемы, которая касается денег, или необходимо здесь решить какой-то запутанный вопрос или ситуацию, как распутать какой-то клубок в вашей семье, там, да, в каких-то проблемах вашей семьи, каких-то проблем ваших близких. И дальше идет карта семерка в старших арканах. Это колесница, та, которая у вас начиналась в понедельник. Тут же она у вас выпадает. И вместе с двойкой жезлов опять как будто бы вы или ждете, ожидаете кого-то, кто-то должен приехать, она как смотрит вдаль, да, или вы думаете о какой-то поездке, то есть если она не сложилась, может быть, сложится все-таки на следующей неделе, да, то есть здесь есть все равно эти размышления по двойке жезлов, либо вы ожидаете какого-то прогресса, рывка вперед, там, в делах, в отношениях, в работе, неважно, то есть вы ждете какого-то просто вот, да, движение к вашей цели. И вот по двойке жезлов думаете, получится или нет. Интересуетесь всеми возможностями, чтобы все-таки достичь поставленной цели. Как бы это сделать, каким способом это сделать, да? Какие еще рычаги давления использовать? Может быть, какой вариант лучше выбрать, чтобы он все-таки привел вас к этому успеху? Может быть, это решение не от вас зависит, может быть, зависит от другого человека. И вы ожидаете от этого другого человека этого выбора. Когда же он наконец-то это решение примет? Такой вариант тоже может быть. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для рыбок мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.